Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Вам нравятся ролики из ТикТок? Поэтому это уже 7-я часть. Если хотите и дальше их видеть, то не забудьте поставить свой царский лайк и написать любой комментарий. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Обзор. В ТикТок было опубликовано видео с обзором квартиры, которое сбило с толку зрителей. Изначально это должен был быть простой обзор квартиры. Однако после просмотра ролик начал действительно пугать. Видео начинается достаточно безобидно. Агент показывает зрителям различные комнаты, но уже через несколько мгновений на кухне можно заметить нечто жуткое. Посмотрите. Можно увидеть мимолетное изображение того, что похоже на ребенка, который движется с нечеловеческой скоростью. Агент рассказывает, что ключи есть только у него, и в доме никого не было, когда он снимал обзор. Присутствие этого загадочного ребенка вызвало бурю теорий. Многие полагают, что это мог быть потерянный ребенок, однако другие говорят, что скорость перемещения этого нечто носит тревожный характер, и у него могут быть злые намерения. Что, по-вашему, агент снял на камеру на самом деле? Происшествие. Девушка по имени Сэм поделилась серией видео с тревожными происшествиями. В первом видео она исследует тускло освещенное помещение. Через мгновение с полки падает некий предмет, а девушка не понимает, что могло вызвать это падение. The carts have like fudge on them or whatever. I don't know why that thing fell earlier. I'm really... В следующем видео, когда Сэм находится в той же комнате, коробка вдруг двигается на полке прямо во время записи видео. В следующем ролике, в начале записи, она упоминает, что слышала постукивающие звуки. Зайдя в гостиную, она расспрашивает свою семью об источнике этого шума. Продолжая свое расследование, она входит в ванную, где думает, что источник звуков находится в душе. Are you guys tapping on something out here? Wait, shh, shh, shh. Where is it? The shower? What the hell? В заключительном видео девушка сидит на лестнице и вступает в диалог с предполагаемым духом. You could do it now. No way. Она обращается к духу, заявляя, что он любит хлопать дверями в доме и предлагает сделать это прямо сейчас. Через мгновение дверь силой закрывается, а Сэм убеждается в том, что в доме действительно обитают духи. Однако, представляют ли они угрозу или нет, остается загадкой. Новое место. В следующем ролике семья
обосновавшись на новом месте жительства, столкнулась с тревожным событием. Они находили Библию открытой и замечали кровь в своей столовой сразу после переезда. Соседи сообщили им, что в доме раньше жил врач и его жена, которые не были гостеприимными и никогда не звали в гости. Женщине удалось задокументировать несколько событий. Давайте посмотрим. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? На видео собака сидит в клетке, а нечто будто пробует открыть дверь. Обратите внимание на левую часть клетки. Кажется, кто-то просто пытается выпустить собаку. Но это было еще не все, что происходило в этой квартире. Открывание дверей на кухне также было заснято, когда в комнате никого не было. Спустя несколько дней, когда женщина находится на кухне и хочет перекусить, контейнер с едой открывается сам по себе. Она говорит, что контейнер стоял на кухне несколько часов, и еда там была холодной, поэтому он не мог открыться сам по себе. Спустя несколько мгновений, когда она его закрывает, он открывается снова. Женщина рассказывает, что за этим домом стоит нечто большее, чем просто физические законы. Спустя несколько дней она решает изучить кадры с камеры наблюдения и замечает нечто пугающее. Раздвижные двери начинают закрываться без видимой на то причины, а собака обращает на это внимание. Собака, казалось бы, ведет себя спокойно и непринужденно, но она пристально смотрит на двери, будто видит кого-то или что-то. Кладненько, где пожрать? Колбаски втащу. Были ли это проделки полтергейста, или это все не более чем мистификация?
на той стороне. Следующее видео выложил Диего, испанец, который 2 года фиксировал странные события в своем доме. Некоторые его видео собрали десятки миллионов просмотров. Тем не менее, заинтригованные зрители пытаются рационализировать тревожные явления, которые он снимает. Чаще всего в его видео упоминался дух ребенка, который, казалось, хочет поиграть с ним. Están golpeando el mueble. В одном из видео, когда Диего слышит звуки, он замечает часть лица, похожего на ребенка. Он появляется только на мгновение и смотрит на Диего. Когда мужчина двигает тумбу, то никого там не обнаруживает. Зрители разошлись во мнениях. Одни писали, что учитывая плотное прилегание тумбы к стене, неизвестно, как там бы мог спрятаться ребенок. Вторые говорили, что все видео Диего похожи на постановку. Уже через несколько дней Диего вздрагивает от громкого стука и сразу берет телефон для съемки. Hay un niño golpeando la puerta. Он идет к входной двери, где видит ребенка, стоящего по ту сторону. Однако, когда Диего открыл дверь, ребенок просто пропал. Так было ли это что-то паранормальное или это тщательно спланированный обман? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости. Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь. Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Сиделка. В следующем видео сиделка следит за клиентом, не выходя из дома. Она использует видеоняню, когда находится в другой комнате. Надзор требуется некоторым из ее клиентов для предотвращения несчастных случаев. Всякий раз, когда она приходит к одному из клиентов, она обнаруживает тревожные явления, которые записывает на камеру. Давайте посмотрим.
Белая аномалия, кажется, появляется внизу, около кровати, прежде чем зависнуть над человеком, который просто лежит. Рядом можно заметить еще одну подобную сущность, которая задерживается у кровати. Наблюдая за этим явлением, сиделка убеждается в существовании призраков. Она не уверена в том, что природа этих явлений носит мирный характер, поэтому считает своей обязанностью внимательно следить за клиентом, чтобы его защитить. Стена. Девушка исследует заброшенное здание в Мексике и внезапно обнаруживает нечто пугающее. Estaba trabajando cuando sentí que me estaban viendo. Golpeábamos la pared y no se movía. Tampoco parpadeaba. ¿Qué rayos será eso? Когда она осматривается, то видит в одной из стен, которая уже слегка обрушилась, что-то необъяснимое. Как она утверждает, это было похоже на глаз, но не обычного человека, а чего-то паранормального. Посмотрев это видео, зрители решили, что это могло быть животное или же предмет, который застрял в стене и создает такой эффект. Но также комментаторы предполагали и более темные теории, среди которых была встреча со злой сущностью. На следующий день девушка решает вернуться туда, так как инцидент не выходит у нее из головы. Y por acá está el cuarto donde estuvimos viendo al animal. Estuvimos más de 5 minutos viéndolo, no hacía ningún tipo de ruido, no maullaba, no parpadeaba después de los golpes. Осмотрев здание, она уже никого не находит. А что вы думаете, действительно ли девушка засняла нечто паранормальное? Или это была просто игра света? Охранник. В следующем ролике мужчина по имени Гера работает охранником в магазине. Во время ночной смены он обнаружил явления, которые вызвали у него беспокойство. В одну роковую ночную смену, когда часы пробили 3 часа ночи, Гера почувствовал потустороннее присутствие в магазине. Он решил заснять этот инцидент и достал камеру. Посмотрим вместе. Ahí arriba, esa. De ahí en más, pues estoy solo, les digo, estaba todo solo ahorita. Solo. Y ahorita había algo allá, en la entrada de clientes. Hasta allá, hasta lo último. Y lo vi clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. Miren, ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho está que no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Es una persona, claro está que... Miren. No. Vámonos. Когда он идет по магазину, то замечает фигуру, напоминающую человека тень. Но это было не то, что встревожило Геру. Несколько ночей спустя он внезапно просыпается от лая собак. Пытаясь выяснить, что происходит, он документирует нечто тревожное. Посмотрите. Levanté en la madrugada porque se oye que están ladrando los perros muy feo. ¿Sí oyen? Vamos a salir. Está haciendo airecito así como que muy... Miren mi gato, ¿dónde está?
¿Ya lo vieron? Está haciendo airecito así como que muy agradable, pero los perros sí los oyen, amigos. Se oye así como que da miedo. Виден загадочный силуэт в окне соседа. Он решает посмотреть камеру наблюдения, которая расположена снаружи и также направлена на дом соседа. То, что снято камерой, действительно пугает. Eso es lo que se ve ahí en la esquina, mira. Mira. También se mira aquí en las cámaras. Mira, eso. Mira. Y no manches. ¿Qué será? Mira, mira. ¿Ya viste? Нечто находится прямо в доме и движется с нечеловеческой скоростью. По словам Геры, дом его соседа давно заброшен. Зрители предполагали, что это мог быть бездомный человек. Однако, когда мужчина посмотрел записи с камер, которые фиксируют вход и выход из дома, то никого не обнаружил. Может ли эта сущность быть той фигурой, которая преследует его с момента встречи в магазине? Решать только вам. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также по ссылке в описании перейдите в наш телеграм-канал, и если он вам понравится, то обязательно подпишитесь. Ну и для тех, кто хочет поддержать финансово, как всегда, все ссылки на донаты будут в описании. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! It's all fake, it's all fake. Can't tell the real from the snake. It's all fake, time to wake from this sleep already.